Всем привет, с вами Виктория Аню. В этом видеообзоре мы рассмотрим с вами 5 пластин для стемпинга от компании Aprotega. Их продукция представлена как на AliExpress, также и на Wildberries. Тут 5 пластин размером 6 на 12 сантиметров, металлические, на подложках они все. Изначально они приходят с защитной синей пленкой, которую перед применением нужно обязательно снять. Первая пластина меня заинтересовала силуэтами девушек. Как правило, такие рисунки особого внимания к себе не требуют, и каждый рисунок по отдельности может быть прекрасным акцентом к однотонному покрытию. Подобные пластины у меня из разряда отпечатал и готово. Вот первый вариант дизайна. Тут я просто отпечатала более или менее полые силуэты, а по периметру взяла силуэты с более тонкими линиями и также вот просто частями отпечатала. Ну и вот такой вот результат получился. При этом фон можно использовать абсолютно любой. В зависимости от фона вы подбираете уже цвет лака для стемпинга, которым отпечатаете рисунок. Также на черный фон можно отпечатать белым лаком для стемпинга понравившиеся вам рисунки и раскрасить уже витражными гель-лаками, либо акварельными красками, акварельными гель-лаками, ну, в общем, полупрозрачными какими-то такими гелевыми материалами, ну, не обязательно гелевыми. В общем, вполне самодостаточная пластина. Лично у меня не возникло желания задействовать еще какую-либо пластину. На следующей пластине представлена тема граффити. И тут мне очень понравилось то, что на пластине есть и вот эти вот надписи, характерные этому стилю. Также на пластине есть и уже готовые композиции, которые можно использовать как в качестве ну, такого фона, также и в качестве основного дизайна. Также стоит отметить, что вот надписи, которые представлены на этой пластине, есть и тонкие линии, есть и более широкие линии. И это, на мой взгляд, большой плюс. Почему? Потому что при создании подобных дизайнов в этом стиле мы как раз-таки и комбинируем, да, вот эти вот где-то толстые линии нам нужны, где-то более тонкие линии. Вот такой вот вариант дизайна у меня получился. Тут я просто отпечатала фон из представленных на пластине и поверх отпечатала черным лаком для стемпинга те надписи, которые были представлены именно тонкими линиями. Этот дизайн более сдержанный. На мой взгляд, дизайны в стиле граффити не обязательно должны быть кричащими. Следующий вариант дизайна. Тут я также просто отпечатала черным лаком для стемпинга надписи, но взяла уже более, ну, такие надписи с более широкими линиями. А фон сделала такой вот уже потом градиент, ну, такой, не скажу, что прям плавный градиент, но тем не менее просто переход из одного цвета в другой по периметру вот этих самых надписей. Таким образом, фоном я выделила каждую надпись, и, на мой взгляд, довольно интересно получилось. Следующий дизайн был раскрашен при помощи неоновых пигментов. Такой дизайн будет смотреться хорошо на любом фоне, даже на черном фоне. Но я решила показать вам именно на белом, для того, чтобы вам было лучше видно именно ну, сами рисунки отпечатанные. Ну и дизайн для самых смелых, его я показывала в своих коротких видео. Тут также использовались неоновые пигменты, а рисунки были просто отпечатаны черным лаком для стемпинга. Глядя на следующую пластину, я долго думала, нужна ли она мне вообще. На ней представлены фрукты, а пластин с фруктами у меня достаточно. Но тут внизу представлены различные фужеры. И вот как раз-таки этих емкостей мне и не хватало. Из-за них, собственно, я и заказала эту пластину. Тем не менее, как оказалось, фруктов точно так же, как и цветов, много не бывает. И когда я пересмотрела свои старые пластины, я поняла, что вот именно таких фруктов у меня на самом деле и нет. Первый вариант дизайна, и тут я просто черным лаком для стемпинга отпечатала различные фужеры, и тут вот графинчик. На самом деле можно тут, конечно, раскрасить, да, все это дело, но вот мне почему-то понравилось именно в таком черно-белом варианте. На мой взгляд, этот дизайн смотрится лаконично, но при этом интересно. При этом, например, мизинец и указательный пальчик можно было бы вообще оставить однотонным белым покрытием.
Но если вам захочется добавить красок, вот вам, пожалуйста, вариант. Тут я буквально, можно сказать, заполнила все эти емкости разными цветами. Различное цветовое дополнение я взяла для наглядности. Тут, конечно, вы можете наполнить каждую емкость тем цветом, который вам больше нравится или который вам нужен. Ну и куда же без фруктов, без ягод в летний сезон. Вот такой вот сочный дизайн у меня получился. А, Также подготавливала этот дизайн для своих коротких видео. В данном случае фрукты и ягоды раскрашивала акварельными гель-лаками от компании Beauty Lux. Обзор есть на моем канале. На следующей пластине также представлены фрукты, ягоды и даже кокос. Примечательно то, что на пластине также есть отдельная композиция, довольно-таки крупная, которую можно использовать в качестве фонового элемента. Это послойная пластина, то есть в каждой композиции представлено два слоя. То есть сначала мы отпечатываем полурисунок, а затем уже поверх отпечатываем этот же рисунок, но только в линейном исполнении. Это для тех, кто не любит реверсивный, раскрашенный стемпинг. Ну а для меня достаточно линейных композиций, которые мне очень нравится раскрашивать. Для первого варианта я взяла только один рисунок, состоящий из зигзагов, и отпечатывала его несколько раз в технике стемпинг градиент. Тут я использовала два лака для стемпинга, белого и черного цвета. Фон, соответственно, у меня черным был. Такой дизайн может быть выполнен в любом цветовом решении. Единственное, из цветных лаков для стемпинга один должен максимально по цвету быть похож с цветом фона. Следующий дизайн вот такой вот у меня получился с авокадо. И тут я хочу отметить, что мне очень понравилось то, что на этой пластине готовые композиции, их можно разместить как на длинных ноготках, так и на коротких ноготках. Мало того, из этой цельной композиции вы можете взять и какие-то маленькие фрагменты, да, отделить просто от общей композиции и использовать их точечно. Вот такой вот у меня получилась кокосовая композиция. И тут я хочу напомнить то, что я показываю вам варианты дизайнов, исходя из одной пластины. Вот тут вот мне не хватило какой-то пальмы, скажем так, пляжа. И вот точно сделала бы дизайн в стиле баунти. Ну и, конечно же, гранат. Вот таких гранатов у меня точно нет ни на одних пластинах. Мне очень понравилась эта композиция. Тут я использовала две техники: и реверсивный стемпинг, и раскрашенный стемпинг. В итоге вот такой вот вариант у меня получился. И тут все точно так же. Композицию можно разместить как на длинные ноготки, так и на короткие. Также можно разместить эту композицию, ну, на какую-то часть ноготка, и при этом рисунок будет выглядеть завершенным и самодостаточным. Ну и еще одна пластина, на которой представлены фрукты, ягоды. И вот тут на этой пластине как раз-таки представлены вот эти вот веточки, пальмы, монстеры. Вот именно то, чего мне не хватило на предыдущей пластине. Как вы уже заметили, это также послойная пластина. Несмотря на это, вне зависимости от того, что тут уже представлено какое-то такое вот композиционное решение, рисунки тут расположены таким образом, что вы сами можете создать ту композицию, которая вам нужна. Вот такие папайи у меня разместились на типсах. На заднем плане я отпечатывала ветки, которые представлены на пластине. Ну а папайи я раскрашивала в технике реверсивный стемпинг. В процессе подготовки всех этих фруктово-ягодных дизайнов мне прям так и хотелось сесть на какую-нибудь фруктовую диету. При этом такие яркие и сочные варианты будут смотреться хорошо и на любом фоне, и на белом, и на черном, и на градиенте. Посмотрите, как здорово смотрится, ну не знаю, черника это или голубика, неважно, раскрашенная на черном фоне. Ну вот как такое не съесть? Стоит отметить, что все представленные пластины с хорошей гравировкой, все рисунки отлично отпечатываются, ни с одним из рисунков у меня не возникло никаких проблем.
Ну и последний фрукт, который представлен на этой пластине, то ли маракуйя, то ли гранадилла, я не знаю. Но тут на самом деле все зависит от того, как вы раскрасите, то есть какими цветами вы раскрасите эти рисунки. Я очень рада, что моя коллекция пластин для стемпинга пополнилась такими экзотическими фруктами, но тут, конечно, каждый сам для себя решает, нужны ему эти пластины или нет. Со своей стороны я всего лишь поделилась идеями дизайнов с теми пластинами, которые представлены в данном обзоре. Надеюсь, вам понравился такой формат видео. Если так, пожалуйста, поставьте плюсик, смайлик или сердечко в комментариях. Я буду вам очень признательна. А я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!